Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. В этом видео я вам предлагаю связать уточку Лала Фан-Фан. Надеюсь, правильно сказала название. Если нет, поправьте меня в комментариях. Эта уточка очень популярна среди деток, и я решила для вас записать такой мастер-класс. Уточка вяжется достаточно просто, такой мастер-класс подойдет и для начинающих, и, конечно же, для тех, кто со мной давно вяжет игрушки. Итак, как я уже сказала, игрушку мы будем вязать из пряжи Alize Puffy Fine. Это у нас пряжа с готовыми петлями. Для работы с такой пряжей я использую крючок. В данном случае буду использовать 5,5 мм. Крючок я использую для того, чтобы было удобно протягивать петли. Итак, желтый цвет у нас номер 82. И на уточку у меня ушло примерно 1,5 моточка. Дальше на щечке, как вы видите, нужно совсем-совсем немножко. Это розовый цвет и номер 39. Дальше еще для уточки я связала одежду, вот такую вот кофточку и повязочку на голову. И это номер цвета, если кому интересно, 295. Но сразу скажу, что одежду лучше вязать из более тонкой пряжи, например, крючком или спицами. Если вы владеете этими инструментами, то для вас не составит особого труда связать одежду, потому что из пряжи Alize Puffy Fine одежда создает дополнительный объем. Уточка у меня получилась достаточно пухленькая. Я всегда набиваю свои игрушки очень плотно, для того, чтобы голова не загибалась. И вообще мне нравятся плотно набитые игрушки. Вы уже будете игрушку набивать по своему желанию. Итак, нам еще понадобятся глазки и ротик. Сейчас я вам покажу поближе. Глазки я использовала вот такие вот черные, примерно 10-11 мм. Глазки у нас будут на безопасном креплении. И ротик у меня вот такой. Клюв, ротик, губы, кому как удобно. Губы мы будем приклеивать. Также еще из аксессуаров у меня есть вот такие вот очки. Сейчас я полностью создам образ уточки, и вы посмотрите ее конечный результат. И вот такая красотка у меня получилась. Уточка вяжется достаточно легко. Вяжется все одной деталью. Начнем вязать ножки, продолжим вязать туловище. Ручки мы в процессе вязания вяжем. Сразу от туловища у нас пойдет голова. То есть все достаточно просто. Итак, если вам понравилась такая уточка и вы захотите связать ее вместе со мной, добро пожаловать на мой мастер-класс, и мы начинаем. Итак, мы с вами начнем вязать с ножек. Сейчас буду подробно объяснять, что такое кольцо амигуруми и как провязать в него первые 6 петель. Если вы вяжете со мной уже не первую игрушку и знаете, что такое кольцо амигуруми, тогда я вам коротко могу сказать, что нужно провязать колечко. В него провязываем 6 петель. Дальше в каждую из этих 6 петель делаем прибавку, получаем 12 петель. В третьем ряду мы провязываем комбинацию 3 петли прибавка, повторяем по кругу 3 раза, получаем 15 петель. И дальше эти 15 петель мы вяжем по кругу без изменений на высоту 5 рядов. У первой ножки отрезаем ниточку, хвостик фиксируем, вторую ножку вяжем аналогично, но уже рабочую нить мы не отрезаем.
А теперь я более подробно расскажу для тех, кто только-только начинает вязать игрушки из пряжи Alize Puffy Fine. Вязать мы начинаем всегда с колечка амигуруми. Это у нас такое волшебное колечко. В него мы провяжем 6 петель и после этого стянем отверстие. Нам нужен хвостик. Для этого мы раскрываем несколько петель на рабочей нити. Хвостик должен быть не совсем короткий, чтобы мы могли его обмотать вот так вокруг 2 пальцев. Рабочая нить с петлями в левой руке, кончик от рабочей нити в правой. Обматываем вот таким вот образом рабочую нить вокруг 2 пальцев. И у нас сразу первая рабочая петелька, мы вот так вот протягиваем ее в центр круга. Дальше вот этот хвостик можно вот так вытащить. И теперь ту петлю, которую мы только что вставили в центр круга, мы накидываем ее на следующую петлю. То есть мы петлю закрываем. И у нас получается первая рабочая петелька. Для того, чтобы нам ее не потерять, мы отмечаем ее маркером. Петля имеет у нас 2 стеночки, задняя и передняя. Отмечаем вот так вот за обе стеночки. Дальше следующую петлю на рабочей нити мы опять вставляем в центр круга. И опять крайней петлей ее закрываем. У нас получилась вторая петля. Третью петлю мы уже не вставляем, а просто закрываем. Третья петелька. Следующую петлю мы опять вставляем в центр круга и закрываем ее. Это четвертая петля. Следующую петлю не вставляем, а просто закрываем. Это пятая петля. И последнюю петлю вставляем в центр и закрываем ее. Таким образом мы провязали первые 6 петель в кольцо амигуруми. Первая петелька у нас отмечена маркером, дальше вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Если мы посмотрим вот так вот сверху, у нас получается вот такая вот косичка. Вот у нас петля. Петля у нас имеет 2 стеночки, задняя стеночка и передняя стеночка. Дальше второй ряд. Нам нужно сделать в каждую из этих 6 петель прибавку. Прибавка — это когда мы провязываем в одну петлю по 2 петли от рабочей нити. Итак, вот у нас первая петля. Мы маркер снимаем и отмечаем вот эту вот петельку. Эта петелька у нас будет оставаться всегда в конце каждого ряда. Именно с этой петли мы будем закрывать ряд. Итак, вот первая петля, сюда мы провязываем прибавку. Сначала мы вставляем крючок вот за заднюю стеночку, которая дальше от нас. Протягиваем петельку. Дальше вставляем крючок в эту же петлю, но вот уже за переднюю стеночку. И протягиваем петельку от рабочей нити. У нас получилась прибавка. Мы провязали 2 петли от рабочей нити в одну петлю. И теперь проделываем то же самое с каждой петлей. Следующая петля за заднюю стеночку, за переднюю. Это вторая прибавка. Дальше за заднюю, за переднюю. Это третья прибавка. За заднюю, за переднюю. Это четвертая прибавка. Дальше провязываем прибавку в пятую петлю. И у нас остается последняя шестая петелька. Сюда провязываем тоже прибавку. Протягиваем 2 петли от рабочей нити. За заднюю стеночку протянули. И вот сюда за переднюю. Всего по кругу у нас получилось протянуть 12 петель. Дальше вот эта петелька, которая у нас с маркером, именно с нее мы начинаем закрывать ряд. Маркер снимаем и накидываем петля на петлю. Крайнюю петлю накидываем на следующую. Таким образом мы закрываем все петли, двигаемся по кругу.
И вот у нас опять в конце ряда осталась петелька, ее в счет мы не берем, то есть сейчас у нас по кругу 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот эта петелька в счет не идет. Ее можно сразу отметить маркером, с нее мы будем закрывать следующий ряд. И следующий ряд мы вяжем таким образом. 3 петли, прибавка. То есть сначала протягиваем 3 петли в каждую по одной. Теперь уже эти 3 петли мы будем протягивать только за переднюю стеночку. Подхватили, протянули 1, подхватили, протянули 2 и еще раз 3. А вот в четвертую мы делаем прибавку, то есть сначала за заднюю, затем за переднюю. И повторяем до конца ряда еще 2 раза. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Дальше петля, которая с маркером, мы маркер снимаем и с этой петельки закрываем ряд. В этом ряду у нас по кругу получилось 15 петель. Итак, ряд закрыли. И дальше теперь вот это отверстие, которое у нас есть, мы его просто стягиваем. Для этого мы тянем хвостик, и у нас отверстие стягивается. Тянем до тех пор, пока полностью отверстие не стянется. Дальше этот хвостик мы можем закрепить. То есть где-нибудь рядышком подхватываем петельку, продеваем через него хвостик. Через получившуюся петлю продеваем конец нити. И затягиваем. Дальше следующие 5 рядов мы будем вязать без изменений. Будем вязать одновременно протягивая и сразу же закрывая петли. Для этого мы теперь отметим не вот эту петельку, а самую последнюю петлю в конце ряда. Отметим ее маркером за обе стеночки, вот и за переднюю, и за заднюю. Это у нас конец ряда. Дальше, эта петля, которая у нас осталась, мы одеваем ее на крючок и вяжем таким образом. Сейчас у нас по кругу 15 петель, и мы будем вязать 5 рядов в высоту. Итак, подхватываем первую петельку за переднюю стеночку, протягиваем петлю от рабочей нити и сразу же ее закрываем. Первая, дальше, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 петля у вас должна быть с маркером. Маркер убираем, провязываем 15 петлю и сразу ее закрываем. У вас будет вот так вот скручиваться, но мы вот так вот выворачиваем, потому что это у нас лицевая сторона. Здесь, где хвостик, это у нас изнаночная сторона. И мы провязали первый ряд. Дальше опять отмечаем последнюю петельку маркера и начинаем вязать второй ряд. Опять вяжем только эти 15 петель. Мы провязали второй ряд. Дальше опять маркер переставляем, отмечаем последнюю петлю и продолжаем вязать точно так же еще 3 ряда. То есть всего мы должны провязать без изменений 5 рядов. 2 ряда мы с вами уже провязали. Провяжите еще 3 ряда самостоятельно.
Итак, вот мы с вами связали первую ножку, провязали 5 рядов без изменений. В каждом ряду у нас было по 15 петель. Далее нам нужно закрепить ниточку. Для этого следующую петлю на рабочей нити мы раскрываем и лишнее отрезаем. Рабочую петельку выводим на изнаночную сторону, вставляем крючок в следующую петельку с изнаночной стороны, захватываем петельку и выводим. Через эту петлю продеваем хвостик и аккуратно затягиваем. Вторую ножку свяжите точно так же самостоятельно, только рабочую нить не отрезаем. Итак, ножки мы пока откладываем в сторону, будем вязать ручки. Ручки мы можем начать вязать от другого конца клубочка. Вам нужно будет самостоятельно провязать вот такой вот круг. Вяжем все точно так же, как мы начинали вязать ножки. Сначала делаем кольцо амигуруми. В это колечко мы провязываем 6 петель. Дальше в каждую из этих 6 петель мы делаем прибавку. У нас по кругу получается 12 петель. И в следующем, в третьем ряду вяжем 3 петли прибавка, 3 петли прибавка, 3 петли прибавка. По кругу получаем 15 петель. Если вы вдруг не запомнили, как провязать такой круг, можно вернуться, где мы вязали ножки, и провязать этот круг вместе со мной. Дальше со следующего ряда вяжем вместе. Итак, петельку мы отметим маркером и провязываем. В первую петлю мы протягиваем одну петельку, протягиваем за переднюю стеночку. Дальше мы вяжем убавка. Убавка — это когда из 2 петель мы получаем одну петлю. Для того, чтобы нам провязать убавку, мы захватываем первую петельку за переднюю стеночку, дальше сразу же вторую петельку за переднюю стеночку. И теперь петлей от рабочей нити протягиваем через эти 2 петли. У нас из 2 петель получилась 1 петля. Это и есть убавка. Дальше в следующую петлю протягиваем 1. Дальше идет 4 убавки подряд. Подхватываем переднюю стеночку первой петли, переднюю стеночку второй петли и продеваем петлю от рабочей нити. Первая убавка. Еще раз. Вторая убавка. Третья убавка. И последняя, 4-я убавка. Дальше в следующую петлю протягиваем 1 петлю. И в конце опять убавка. Захватываем первую петлю за переднюю и вторую петлю за переднюю и продеваем петлю от рабочей нити. И теперь с петли, которая у нас с маркером, мы все эти петельки закрываем. У нас по кругу получилось 9 петель. И провязываем эти 9 петель без изменений на высоту 5 рядов. Будем одновременно протягивать и закрывать петли. Для этого последнюю петельку отметим маркером, чтобы знать, где у нас конец ряда. Протянули, закрыли. За переднюю стеночку подхватили. Петлю от рабочей нити продели и сразу закрыли. Это вторая петля. Протянули, закрыли, третья. Протянули, закрыли, 4-я. И та петля, которая с маркером, это всегда последняя петелька. Всего у нас должно быть без изменений 5 рядов. Первый ряд мы с вами уже провязали. Провяжите еще 4 ряда самостоятельно, в каждом ряду по 9 петель. Итак, вот мы провязали в высоту 5 рядов без изменений. Теперь петельку мы должны зафиксировать. Для этого выводим ее опять на изнаночную сторону. Следующую петлю на рабочей нити мы раскрываем, лишнее отрезаем
и петельку фиксируем, аккуратно затягиваем. У нас получилась вот такая вот ручка. Вторую ручку свяжите точно так же самостоятельно. Итак, дальше мы продолжаем вязать туловище. Будем соединять две ножки вместе. Итак, вторую ножку, которая у нас идет с рабочей нитью, здесь нам нужно провязать одну дополнительную петлю. То есть вот мы закончили ряд, у нас осталась петелька. Эту петлю мы накидываем на следующую петлю на рабочей нити. Тем самым у нас получилась одна дополнительная петля. Дальше одеваем эту петлю на крючок, берем первую ножку, у нас здесь есть небольшой ориентир, это начало и конец ряда, и подхватываем вот здесь вот самую первую петельку за переднюю стеночку и продеваем следующую петлю на рабочей нити и сразу закрываем. Это мы провязали первую петлю на нашей первой ножке. По первой ножке нам нужно протянуть 15 петель. Первую протянули. Дальше подхватываем вторую петлю за переднюю стеночку, протягиваем и сразу закрываем. Дальше третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13, 14. И дальше 15 петлю нам нужно протянуть вот с этой петлей для того, чтобы здесь у нас не было отверстия. Подхватываем 15 петлю за переднюю стеночку. И вот здесь вот у нас есть две петельки, получается, вот. Захватываем первую петельку за переднюю стеночку, продеваем через эти две петли вместе и сразу же закрываем. Это мы протянули 15 петлю по первой ножке. Дальше вот здесь между ножками нам нужно протянуть еще одну петлю. Протягиваем, закрываем. И дальше по второй ножке протягиваем тоже 15 петель. Но сначала первую петлю мы протянем также вот с перегородочкой. Первая петля на ножке у нас начинается вот здесь. Но если мы просто одну петлю протянем, у нас здесь будет отверстие. Поэтому нам нужно захватить вот эти две передние стеночки. И протягиваем петлю от рабочей нити и закрываем. Это первая петля на ножке. Дальше вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и последняя 15 петля. Закрываем. И таким образом мы соединили две ножки вместе. Сейчас можете себя перепроверить. У нас по кругу должно получиться 32 петли. Дальше мы продолжаем вязать следующий ряд. Последнюю петельку, которая у нас осталась в конце ряда, отмечаем ее маркером и провязываем таким образом. Сейчас мы протянем 13 петель в каждую по одной. Захватываем первую петлю за переднюю стеночку и протягиваем. Раз, два, и 13. Дальше в следующую петлю мы делаем прибавку. Сначала протягиваем петлю за заднюю стеночку, затем за переднюю. Следующая петля просто протягиваем одну петлю. Дальше опять прибавка за заднюю и за переднюю.
Дальше следующая 1 петля, следующую опять прибавка за заднюю и за переднюю. И еще раз 1 петля и прибавка. И до конца ряда у нас остается 12 петель, протягиваем в каждую по одной. 1, 2, 3, 11 и последняя 12. И с петли, которая у нас с маркером, все петли по кругу закрываем. Проследите внимательно, чтобы мы не захватили лишние петли. Петлю с маркером снимаем и закрываем. По кругу должно получиться 36 петель. Закрыли полностью все петли. Вот так у нас получается между ножками. Дальше вяжем следующий ряд. Опять отмечаем петлю маркером. И в следующем ряду мы провяжем такую комбинацию 5 петель, прибавка. Протягиваем 5 петель в каждую по одной. 3, 4, 5. В шестую делаем прибавку. И повторяем эту комбинацию 5 петель прибавка до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавку делаем в шестую петлю, сначала за заднюю, затем за переднюю. Продолжаем до конца ряда. В этом ряду у вас должно получиться 42 петли. И затем ряд закрываем. Дальше следующие 4 ряда мы будем вязать без изменений, поэтому мы будем вязать, протягивая и сразу же закрывая петли. Для этого мы отмечаем самую последнюю петельку маркером за обе стеночки. Одеваем петлю на крючок и вяжем 42 петли по кругу без изменений. Провязать нужно 4 ряда. Сорок вторая петля будет та, которая с маркера. И сразу же не забываем, переставляем маркер для того, чтобы нам знать, где у нас конец ряда. И вяжем точно так же еще 3 ряда без изменений, в каждом ряду по 42 петли. Итак, мы провязали 4 ряда без изменений, в каждом ряду по 42 петли. И дальше вяжем следующий ряд. Последнюю петлю я отметила маркером. Вяжем таким образом: 12 петель убавка. Эту комбинацию нам нужно повторить по кругу 3 раза. Буду сразу протягивать и закрывать петли. Первая, вторая, двенадцать петель провязали. Дальше у нас убавка. Захватываем первую петлю за переднюю стеночку, следующую петлю также за переднюю стеночку, продеваем петлю от рабочей нити через эти 2 петли и закрываем. 12 петель убавка. Повторяем до конца ряда еще 2 раза. В ряду должно получиться 39 петель. Довязали ряд до конца. Следующий ряд вяжем 11 петель убавка. 2, 3, 11. А 12 и 13 мы убавляем. И до конца ряда повторяем еще точно так же 2 раза. В конце ряда у нас должно получиться 36 петель. Довязали до конца ряда, и в следующем ряду у нас будет такая комбинация: 4 петли убавка. Протягиваем 1, 2, 3, 4, пятую и шестую убавляем. Провязываем таким образом 4 петли убавка до конца ряда. В ряду получаем 30 петель.
И следующий ряд мы провяжем без изменений. У нас по кругу тоже будет 30 петель. Итак, провяжите этот ряд до конца и следующий ряд без изменений самостоятельно. Итак, я предварительно набила тело наполнителем. Дальше мы будем вязать следующий ряд. Итак, в следующем ряду нам нужно вязать ручки. Для того, чтобы у нас ручки хорошо вязались по бокам, нам нужно вот эту петельку переместить на несколько петель вперед. Давайте я протяну 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель протяну вперед и закрою их. Дальше эту петельку отмечу маркером. В этом ряду нам нужны будут открытые петли для того, чтобы вязать ручки. Поэтому сейчас мы будем петли протягивать и закрывать их сразу не будем. Вяжем такую комбинацию: 3 петли, убавка. Протягиваем 1, 2, 3 петли в каждую по одной. Дальше 4 и 5 мы убавляем. Протягиваем до конца ряда и будем ввязывать ручки. Итак, протянули по кругу 3 петли убавка, и теперь мы ввязываем ручки. Переворачиваем наше туловище на лицевую сторону, то есть здесь у нас животик, здесь у нас спинка. И выбираем наиболее подходящее положение для ручек. Ручки будем ввязывать таким образом. Вот здесь вот, где у нас было 4 убавки, кулачок как бы немножечко вот так загинается. То есть таким образом мы должны присоединить ручки, чтобы они вот так были ровненько по бокам. Сейчас выбираем наиболее выгодное положение для ручек. Ручки будем протягивать за 4 петли, поэтому нам нужно 4 петли. 1, 2, 3, вот за эти 4 петли я сейчас ввяжу ручку. Итак, у нас по кругу здесь на ручке 9 петель. Складываем вот так пополам. И вот эти вот крайние 3 петли нам нужно провязать вместе. Захватываем за передние стеночки вот таким образом, да, чтобы у нас здесь ничего не торчало, ничего не топорщилось. И протягиваем первую петельку. Дальше следующую пару. Та петля, которая ближе к нам, мы захватываем переднюю стеночку. Та петля, которая на другой стороне, захватываем заднюю стеночку. Это вторая. Дальше следующую пару, третья. И вот эти 2 петельки подхватываем, и 4. Подтягиваем хорошо петли. Да, и забыла еще сказать, что ручки у меня набиты только вот здесь, вот в нижней части, где у нас кулачок. Полностью всю ручку не набивала. Итак, вот набиваю только кулачок, и то не очень плотно, слегка. И ввязываю вторую ручку. Точно так же выделяю 4 петли для ручки и ввязываю точно так же. Первая. Вторая. Петельки подтягиваем, чтобы они не убежали. Дальше третья. И здесь мы подхватим 3 петельки. И 4. И визуально смотрим, нравятся ли нам ручки, как мы их вязали. Если что-то не устраивает, сейчас можно еще все переделать. И после того, как вы точно уже будете уверены, что вам все нравится, мы ряд закрываем. В этом ряду у нас должно получиться 24 петли. Дальше мы вяжем следующий ряд. Опять последнюю петлю я отмечаю маркером и вяжем с убавками. В этом ряду у нас будет такая комбинация: 2 петли, убавка. Первая. Вторая. Третью и 4 мы убавляем.
Еще раз. Первая, вторая, третью и четвертую убавляем. Провязываем таким образом до конца ряда. В этом ряду у нас должно получиться 18 петель. Дальше со следующего ряда мы начинаем вывязывать голову. Сейчас у нас по кругу 18 петель. Мы должны в каждую петлю провязать прибавку. Провязываем прибавку за заднюю стеночку и за переднюю. Прибавку делаем в каждую петлю. У нас по кругу должно получиться 36 петель. Провязываем таким образом до конца ряда и затем ряд закрываем. Нужно вот так аккуратненько все петли расправить, чтобы в следующем ряду нам ничего не пропустить. Итак, сейчас у нас по кругу 36 петель. Далее нам нужно провязать 6 рядов без изменений. Можно вязать также одновременно, протягивая и закрывая петли, либо протягивать, а потом закрывать петли. Смотрите, кому как удобно. Сейчас провяжите 6 рядов без изменений самостоятельно. Итак, мы провязали в высоту 6 рядов, в каждом ряду по 36 петель. И далее мы постепенно будем закрывать голову. В следующем ряду мы вяжем такую комбинацию: 4 петли, убавка. 1, 2, 3, 4. Пятую и шестую убавляем. И повторяем эту комбинацию 4 петли, убавка до конца ряда. В ряду у вас должно получиться 30 петель. Дальше следующий ряд вы провяжете 3 петли, убавка, то есть 3 петли в каждую по одной, четвертую, пятую убавляем. Также по кругу провяжете, в ряду получится 24 петли. И затем еще следующий ряд 2 петли, убавка. Также по кругу провяжете до конца ряда, в ряду получится 18 петель. Затем набиваем голову наполнителем, будем устанавливать глазки и клеить носик. Провяжите эти ряды самостоятельно. Итак, приблизительно вот так у меня получается. Сейчас у вас на данном этапе по кругу на голове должно быть 18 петель. Я провязала еще один ряд. Провязываем 1 петля, убавка, и по кругу получаем 12 петель. То есть вот такое небольшое отверстие у меня осталось. По кругу сейчас 12 петель. После того, как у вас осталось 18 петель по кругу, провязываем еще один ряд, 1 петля, убавка. Далее нам нужно установить глазки. Глазки у меня вот такие вот черные, примерно 10-11 миллиметров в диаметре. Носик я буду клеить, глазки буду устанавливать на безопасном креплении. Желательно, чтобы заглушка для глазок была пошире. И у нас еще щечки. Щечки мы с вами не вязали, но они вяжутся достаточно просто. Я думаю, что вы вполне справитесь самостоятельно. Вяжем все то же самое, как мы вязали ножки. Делаем колечко амигуруми, в него провязываем 6 петель. Дальше во втором ряду в каждую из этих 6 петель делаем прибавку, по кругу получаем 12 петель. И третий ряд вяжем 3 петли, прибавка, 3 петли, прибавка, 3 петли, прибавка. По кругу получаем 15 петель. И все. Дальше последнюю петельку выводим на изнаночную сторону и аккуратненько затягиваем. Здесь в центре можно хвостики закрепить. Вяжем 2 такие детали. У нас будут щечки. Итак, находим удачное положение для глаз. Если считать от самого основания головы, от шеи, 1, 2, 3, 4, 5,
примерно в 6 ряду, и между глазок у меня пропущено 2 петельки. То есть вы находите самое удачное положение для глаз и будем их устанавливать. Также, если у вас из аксессуаров будут очки, то нужно примерить очки, чтобы они у нас подходили под глаза. И теперь я вытащу часть наполнителя для того, чтобы мне установить глазки. И теперь обратно наполняем голову наполнителем, придаем ей нужную форму, все хорошенечко перепроверяем и будем голову закрывать. Итак, напоминаю, что у нас сейчас на данный момент по кругу 12 петель, и мы должны сделать 6 убавок подряд. Итак, захватываем первую полупетлю, вторую полупетлю, протягиваем и закрываем. Первая убавка, вторая убавка. Можно сначала провязать убавки, потом закрыть. Как вам удобно, так и провязывайте. Третья. Сейчас я закрою петельки. Дальше мы раскроем несколько петель на рабочей нити и будем стягивать отверстие. Вот такое небольшое отверстие у нас получается. Дальше мы одеваем петлю на крючок, протягиваем через него хвостик, аккуратненько затягиваем. И дальше подхватываем следующую петлю за обе стеночки и продеваем хвостик. И постепенно вот так двигаемся по кругу, стягиваем отверстие. Теперь следующую петлю и подтягиваем. Дальше следующую и подтягиваем. Пока не закроются все петли. Полностью закрыли голову, и теперь петельку зафиксируем. И хвостик затянем на изнаночную сторону. Все аккуратно расправляем. Теперь я хочу сделать шею уточки немного поуже. Для этого раскрыла несколько петель на рабочей нити, вставила ниточку в иголочку и сейчас просто по шее вот так вот пройдусь небольшими такими стежками и стяну шею, сделаю ее немного поуже. Стягивать шею можно на ваше усмотрение. Если вы не хотите этого делать, можно не делать. Я просто хочу, чтобы шея была немножечко поуже. И потихонечку вот так затягиваю. Вот таким образом оставлю. И теперь фиксирую, просто завязываю узелочек. Итак, теперь нам нужно приклеить носик. Носик можно приклеить на горячий клей. Я буду приклеивать на момент кристалл. Сейчас будет небольшое отступление, так как я поняла, что клювик я приклеила неправильно, но поняла это уже достаточно поздно. Поэтому, чтобы вы не совершили моих ошибок, сейчас покажу, как должно быть на самом деле. Если у вас будет именно такой клюв, то для него нам нужна будет прорезь на голове примерно 2 петли.
Именно в эту прорезь нужно вставить клюв изнутри и приклеить его. Лучше же, конечно, если у вас будет клюв на безопасном креплении, тогда не будет таких заморочек. И теперь нам остается пришить только щечки. Щечки пришиваем таким образом, чтобы у нас края немного касались глаз и рта. Щечки пришиваем самостоятельно. И наша уточка готова. Если вам понравился мастер-класс и он оказался для вас полезен, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, тогда вам будут приходить уведомления о выходе новых видео. А также не забудьте поделиться этим видео с друзьями в любой из ваших социальных сетей. Вяжите с удовольствием, всем удачи и до новых встреч!